Путин согласился на условия США. Официальное заявление МИД РФ и Кремля. Москва озвучивает требования Вашингтону и заявляет о движении в обратном направлении. Эскалация в отношениях России и Америки. Детали. Силовой захват региона. Фронт кипит. Украина и Россия заявляют о параллельных ударах. Армия теряет позиции. Где развернуты флаги? Зеленский и Путин должны согласиться с любым выработанным соглашением. Американцы ставят свои условия и опровергают заявление Банковой. Что не понравилось в речи Зеленского? Немцы готовятся к войне производства дронов на базе Volkswagen, BMW и Mercedes. Реакция автоконцернов и призыв политиков. Америка взялась за Армению. Военные технологии для Еревана. Военная операция по захвату. В Казахстане взялись за русский язык. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, как всегда, привет. Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас, если не сложно, лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. В Украине вспыхивает новый фронт сопротивления. Женщины массово выходят против жесткой мобилизации, известной как бусификация. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung. В материале рассказывается о том, как женщины защищают мужчин и пытаются отбить у военкомов, а те уже отвечают силой. Фиксируются случаи удушающих приемов и перцового газа против женщин. Издание пишет, что параллельно разворачивается информационная травля. Протестующих называют полезными идиотками, публикуют их личные данные и заставляют публично извиняться. Против некоторых женщин также уже возбуждены уголовные дела по статье о препятствовании деятельности армии. Издание описывает и другие действия украинок. Требования звучат крайне эмоционально. Отпустите наших мужчин, верните отцов их детям, сыновей, их матерям, а мужей их женам. Прекратите эти бандитские похищения, заявляют женщины перед рекрутинговым центром в Одессе. В Каменском одна женщина держала плакат с надписью: «Моего мужа похитили и избили. ТЦК — это бандиты». Количество жалоб на действия военкомов с начала полномасштабной войны выросло в 333 раза. Об этом накануне заявил украинский омбудсмен Лубенец. Он говорит, что мониторинговые проверки фиксируют незаконные задержания, избиения, удержание людей в антисанитарных условиях, изъятие личных вещей. Акцентирует, что нарушения прямо противоречат Европейской конвенции по правам человека. Омбудсмен предупреждает, воинская обязанность не отменяет человеческое достоинство. Среди наиболее распространенных жалоб – незаконное ограничение свободы передвижения при задержании и доставлении военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, поверхностное проведение медицинских осмотров военно-врачебными комиссиями, нарушение при рассмотрении вопросов предоставления отсрочки от призыва, незаконное удержание лиц в помещениях ТЦК и СП до момента отправки в воинские части. Гнилье для военных на фронте. Масштабная махинация при поставках продуктов для ВСУ раскрыта в Днепропетровской области. Военным продавали гнилые овощи и фрукты. Размер откатов, по данным следствия, достигал 50% стоимости поставок, сообщает ГБР. За неделю злоумышленники обогащались на 1 миллион гривен и больше. Собственно, махинаторы – это начальник продслужбы воинской части и директор компании-поставщика продуктов. За украденные деньги поставщик продуктов покупал недвижимость, премиальные авто и дорогие бренды для близких, сообщают правоохранители. Во время обысков у него и изъяли авто, недвижимость, коллекцию одежды и аксессуаров на 8 миллионов гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов. Начальнику продслужбы уже объявили подозрения по мошенничеству, получению взятки и уклонению от службы в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как вы считаете, достаточно ли это? Кроме недопоставок, качество фактически ввезенных продуктов не отвечало установленным требованиям. Военнослужащим снабжали, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта. Новый взгляд Германии. Европа стремительно готовится к массовой войне дронов и обсуждает подключение автомобильных гигантов к военному производству. Об этом пишет немецкое издание FAZ. Во Франции Renault уже запускает выпуск до 600 дронов «Камикадзе» в месяц, и этот шаг рассматривается как возможная модель для Германии. Политики открыто призывают Volkswagen, BMW и Mercedes включиться в производство, рассчитывая на их способность быстро масштабировать выпуск техники. Однако сами автоконцерны отвечают холодно. Volkswagen заявляет, что не производит оружие и не планирует этого, ограничиваясь лишь консультациями. Mercedes подчеркивает исключительно гражданский характер своей продукции, а BMW прямо заявляет об отказе от военных поставок. Эксперты предупреждают, без вовлечения крупной промышленности Европа рискует столкнуться с критическим дефицитом беспилотников в случае крупного конфликта. Давление на автопром быстро нарастает, вопрос участия в военном производстве уже превращается из дискуссии в стратегическое требование.
Политик «Зеленых» по обороне Антон Хофрайтер считает это слишком осторожным и упрекает автопромышленность в неверных предубеждениях по отношению к военному производству. В эпоху Холодной войны автоконцерны тоже были обязаны строить так, чтобы в случае необходимости могли быстро переключиться на производство танков или другого оборудования. Теперь они не должны уходить от ответственности. Силовой захват региона, срочная переброска резервов, накопление сил, контрудар и масштабные бои. Украинская и российская стороны заявляют об активизации ожесточенной борьбы на линии фронта. Вновь в центре внимания Покровское направление и Запорожская область. И если еще на днях Россия стягивала войска в населенные пункты Донецкой области, то теперь Украина направляет силы на юго-восток страны. Военные паблики, аналитики, Z-блогеры массово пишут о параллельных наступлениях. Контрудар ВСУ на стыке двух областей – Днепропетровской и Запорожской – главная тема последних суток. Севернее, в районе Терноватая, Братская, противник давит широким фронтом в направлении Терноватого, Заречного и Песчаного, стремясь выйти на рубеж реки Гайчур. На данный момент противник прорвался за ЖД и, потеряв несколько десятков бронетехники, включая танки, смог высадить мелкие группы пехоты в северо-западной части Терноватого. Украинские военные заявляют, Россия теряет территории, захват позиций на определенных участках, украинские флаги разворачивают в нескольких населенных пунктах. При этом в Совете нацбезопасности и обороны Украины дают понять, Россия пытается вернуть все, что потеряла, и не отступает. Несмотря на попытки российских войск отбить Терноватое, этот населенный пункт остается под контролем сил обороны Украины. Бои на запорожском направлении продолжаются. Россия же при этом заявляет, что ВСУ не удается прорвать оборону, а наступают ВС РФ и берут под свой контроль населенные пункты. Западная пресса же акцентирует внимание на Покровской агломерации. Украине с трудом удается остановить медленное продвижение российских войск, резюмирует Рейтер, напоминая, что главная цель ВС РФ – выход на административные границы Донецкой области. США и Россия заметно сближаются, а судьба Украины может решаться без нее. Вашингтон требует мира к лету, и на этом фоне в Киеве все громче говорят о тревожном сценарии. Об этом пишет издание Welt. В публикации вновь напоминают, что обсуждаются прекращение огня, выборы и даже возможный референдум о территориальных уступках, тогда как Москва требует вывода украинских войск из части Донбасса. Одновременно Кремлю намекают на возможную отмену санкций и масштабные экономические сделки. По информации Киева, речь может идти о соглашениях на триллионы долларов. Украина опасается, что зависимость от американского оружия и разведданных превращает ее в уязвимого участника переговоров, на которого можно оказать давление, пишет издание, уточняя, что Киев сейчас не готов к крупным контрнаступлениям, а Запад поставляет ограниченные дальнобойные системы, что усиливает переговорные позиции Москвы. Проблема для Зеленского в том, что военными средствами он сейчас может лишь ограниченно оказывать давление на Москву. Его войска не способны к крупным наземным контрнаступлениям, а западные партнеры продолжают поставлять лишь ограниченное количество дальнобойных вооружений, которые позволили бы наносить глубокие удары по территории России и разрушать оружейные заводы и аэродромы. Путин согласился на условия США, заявляет Лавров. Официальное обращение адресовано Белому дому. Москва напоминает Вашингтону о том, что Кремль пошел на условия и уступки и готов выполнить все то, о чем договорились Путин и Трамп в Анкоридже. Однако США ведут себя максимально странно, считает глава российского МИДа. Вашингтон не готов выполнять обещания, которые были даны. По словам Лаврова, вместо движения к договоренностям США продолжают санкционное давление, включая ограничения против Лукойла и Роснефти, а также пытаются блокировать поставки российской энергии партнерам, таким как Индия. Москва считает, что под разговоры о решении войны США параллельно ведут борьбу за экономическое доминирование и усиливают давление на российскую экономику. Лавров намекает на движение в обратную сторону и эскалацию. И раз так, то, приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот. Вводятся новые санкции. Война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море, в нарушении Конвенции по морскому праву. Индии, другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители. Подобное заявление накануне прозвучало и в Кремле. Там не стали объяснять детали, что означает дух Анкориджа, но обратились к США. Прорыва не будет, если не изменить ситуацию. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае. Но
Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв. После встречи Путина и Трампа на Аляске в прессе появились слитые данные. Тогда Вашингтон и Москва могли договориться о том, что ВСУ уходят из Донбасса, а Россия при этом замораживает линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и не претендует идти дальше. Сейчас же Украина и Россия должны будут согласиться с любой выработанной сделкой. Это была цитата, и такое заявление сделал посол США при НАТО Уитакер. Он накануне, по сути, опроверг слова Зеленского о том, что США установили дедлайны по завершению войны. Что касается июньского срока, его упомянул президент Зеленский. Я не думаю, что Соединенные Штаты официально объявляли какой-то дедлайн. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны пришли к соглашению о мирной сделке. Желательно как можно скорее. Мы хотим, чтобы страдания и гибель людей в Украине прекратились. Все довольно просто. Я думаю, что дедлайны в такой ситуации опасны. Мы просто хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Внезапное усиление. Большая сделка. США объявили о продаже боевых беспилотников Армении, о первой крупной поставке военных технологий Еревану, включающей разведывательные БПЛА, на сумму около 11 миллионов долларов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс во время официального визита. По его словам, поставка должна укрепить обороноспособность страны и обеспечить устойчивость достигнутых мирных договоренностей в регионе. Вашингтон рассматривает сделку как элемент стратегии мира через силу. Венс отметил, что поставки одновременно создадут новые рабочие места и заказы для американского оборонного сектора. В Ереване заявили, что новые технологии значительно усилят возможности наблюдения и безопасности страны. Параллельно стороны обсуждают расширение сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и высоких технологиях. В Вашингтоне подчеркивают, что усиление партнеров в регионе является частью долгосрочной стратегии стабильности на Южном Кавказе. Я также был очень рад буквально несколько минут назад вместе с премьер-министром увидеть новые технологии беспилотников, которые мы будем поставлять Армении. Как прекрасно знает президент Трамп, лучший способ обеспечить мир – это создать реальное сдерживание. А лучший способ создать сдерживание – обладать лучшими военными технологиями в мире. И Соединенные Штаты такими технологиями располагают. НАТО готовит масштабную арктическую операцию, и это тревожный сигнал для Москвы и Пекина, пишет Рейтер. Миссия Arctic Sentry может стартовать уже на этой неделе, когда министры обороны Альянса соберутся в Брюсселе. План включает учения, усиленное наблюдение, дополнительные корабли и авиацию, включая дроны. Официально без массового наращивания сил, но с максимальной эффективностью имеющихся ресурсов. Миссия направлена на укрепление сдерживания и обороны в регионе на фоне активности России и растущего интереса Китая к Арктике, заявил представитель НАТО. Подготовка идет полным ходом после давосских переговоров Трампа с генсеком НАТО Рютте, отмечает издание. Решение еще не окончательное, но работа военных планировщиков на финальной стадии. Миссия является частью усилий Альянса по дальнейшему укреплению сдерживания и обороны в регионе, особенно на фоне военной активности России и растущего интереса Китая к Высокому Северу, сообщил представитель НАТО в письме Reuters. Орбан – враг Европы. С жесткой критикой на премьера Венгрии обрушилась Европейская демократическая партия. Это случилось на фоне недавнего антиукраинского выступления главы венгерского правительства, когда Орбан заявил, что считает Украину врагом Венгрии из-за ее позиции по российским энергоресурсам. По его словам, требования Киева к Евросоюзу отказаться от российской энергии лишают Венгрию доступа к более дешевым поставкам и приведут к росту расходов венгерских семей на коммунальные услуги. В Брюсселе подчеркнули, не Киев, а Орбан подрывает единство ЕС. Если здесь есть враг, давайте будем честны. Это не Украина, это сам Орбан. Враг Европы, потому что он подрывает единство и мир. И прежде всего враг венгерского народа, которого он изолирует и предает. Военная операция по захвату. США пошли в атаку. Американские военные перехватили и взяли на абордаж еще один танкер, как заявляется, санкционный «Аквила-2», перевозивший российскую и венесуэльскую нефть. Судно действовало вопреки карантину, установленному президентом Трампом в Карибском море. Об этом заявили в Министерстве войны США и показали кадры захвата судна. Спецназ пошел в атаку, военные высадились на танкер без препятствий. США лишит незаконных участников и их прокси возможности бросать вызов американской силе в глобальном морском пространстве, подчеркнул Пентагон. Отмечу, что танкер «Аквила-2» находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины. Он перевозил нефть и продукты из российских портов Черного, Балтийского и Тихоокеанского регионов и заходил в порты Китая, Хорватии, Омана и Индии. Министерство войны
отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана. Ни одно государство на планете не обладает способностью навязывать свою волю в любом измерении. На суше, в воздухе или на море наши вооруженные силы найдут вас и обеспечат правосудие. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сумеете уйти от нас. Русский уже не равный, казахский главный. В Казахстане меняют статус русского языка тихо, но принципиально. В проекте новой конституции формулировку об использовании русского языка переписали одним словом, и это слово меняет все. Выступая на заседании комиссии касательно реформы основного закона страны, зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подтвердил, что в статье 9 слово «тенг» в переводе с казахского «равный» заменили на «катар» — «наряду». Формально по-прежнему один государственный язык, казахский, а русский используется официально, а и одновременно. Но равенство исчезло из текста Конституции. Изменение происходит на фоне масштабного пересмотра основного закона, который в парламенте называют пересборкой архитектуры государства. Проект новой Конституции опубликовали в конце января этого года, и власти подчеркивают новые приоритеты – образование, наука, культура, инновации и человекоцентричность. При подготовке сводного проекта комиссия уделила большое внимание терминологической единообразности и юридической ясности. Команда юристов и лингвистов работали над текстами на казахском и русском языках. Учтены все предложения, высказанные на заседаниях и рабочих группах Конституционной комиссии. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.